Вы когда-нибудь встречали котика с кудряшками? Или с ушками, как у Добби из Гарри Поттера? Или с очень короткими лапами и выпученными глазами? В этом ролике я вам покажу самые редкие и необычные породы кошек. Обязательно смотрите видео до конца, если хотите узнать, откуда у самого обычного уличного кота появились настоящие крылья. Приятного просмотра! Вы тоже регулярно пересматриваете фотографии своего уже взрослого питомца и думаете: эх, вот бы он всегда был маленьким. Выход есть. Той Боб – экзотическая порода, которая внешне очень напоминает сиамских кошек, но отличается от них кукольными размерами и коротким хвостом. Это делает его похожим на вечного котенка. Посмотрите сами. Если по фото не совсем понятно, озвучу вес одного такого четверолапого. Он не превышает 2,5 килограммов. Для сравнения, обычная взрослая кошка может весить и 10. Более того, заводчики продолжают исследовать возможности этой породы и пробуют сделать ее еще более легкой. Кстати, о заводчиках. Мне стало интересно, откуда вообще появилась эта удивительная порода. И вот что я узнал. Началось все в России, в небольшом южном городке Ростове-на-Дону. Елена Красниченко возвращалась домой с работы, когда увидела маленький замерзший комочек на своем пути. Конечно, добрая женщина не смогла оставить малыша на улице и забрала его жить к себе. Она назвала его Миша и стала воспитывать вместе с другой своей питомицей – сиамской кошкой Симоной. Миша и Сима подружились, и даже очень. У них появилось потомство. Почти все малыши ничем не отличались от обычных сиамских котиков, кроме одного, который получил кличку Куций. Это был необычный котенок, по размерам гораздо меньше своих собратьев, а вместо привычного длинного хвоста у него была маленькая смешная загогулина. Так и появился ключ к созданию новой породы, ведь Куций был отличным здоровым питомцем и мог давать потомство. В 1994 году его потомки вызвали ажиотаж на различных выставках, в том числе на Всемирной. Многие захотели себе такого миниатюрного котика с бойким характером и добрым нравом. Что касается характера, Той Боб – отличный охотник, ловкий, отважный. Подумайте несколько раз, прежде чем заводить потомков Куцева, если у вас уже дома живет попугайчик или мелкий грызун. Думаю, они не поладят. Одному из них точно не будет сладкой жизни. И я не про котика, конечно же. Вы, наверное, подумаете, что эта порода болезная, что ее представители не живут долго. Спешу вас разочаровать, или скорее обрадовать. Скиф Той Бобы – долгожители. Если за ними правильно ухаживать и заботиться, они могут прожить и до 20 лет. Уверен, что об этом малыше вы уже слышали и даже не раз, особенно если вы такой же кошатник, как и я. Манчкин – необычный котенок, особенность которого заключается в размерах его лапок. Они по-настоящему крошечные, в 2, а то и в 3 раза меньше ножек обычных котиков. В интернете фотографии этой породы очень популярны, но сами котики – редкость. Их довольно сложно купить, и, конечно, стоят они очень дорого. С первого взгляда кажется, что манчкины болеют, имеют какую-то страшную патологию опорно-двигательного аппарата, что она мешает им нормально жить. Но нет, у этого малыша все прекрасно. Он абсолютно здоров и полон энергии. Этот веселый и жизнерадостный котенок никак не обременен своими физическими особенностями и живет прекрасной полной жизнью. Так что если вы ищете себе верного друга, обратите внимание на манчкинов. Они отличные компаньоны, настоящие добряки. Терпеливо переносят выходки детей, совсем не агрессивны и великолепно чувствуют настроение своих хозяев. Эти котики очень понимающие, они умеют считывать человеческие жесты и мимику и даже немного копировать ее. В общем, если вы хотите делать зарядку по утрам не в одиночестве, то обязательно заведите себе такого друга. Кстати, распространено мнение, что манчкины – злодеи, злобные и ехидные гномы. Я же, как вы, наверное, уже поняли, это мнение совсем не разделяю. Кстати, один из котиков этой породы – настоящий рекордсмен. Он гордо носит звание самого низкорослого котика в мире, и зовут его Лилипут. А рост лилипута от пола до плеч составляет всего лишь 13,5 сантиметров. Ну разве не чудо? А это Минскин. Такой же коротколапый, только еще и лысый, местами. Дело в том, что шерсть у этого малыша все еще растет на лапках.
Поэтому он получил прозвище «Хоббит». А если вы вдруг никогда не смотрели «Властелина колец» и ничего сейчас не поняли, то просто посмотрите на это фото и обязательно все поймете. Эта порода очень молодая, она появилась в начале 21 века в США, благодаря усилиям Пола Майкла Смита, который, видимо, очень любил лысых котиков и манчкинов одновременно и не хотел выбирать между этими породами. Так он скрестил двух кошек и получил такого необычного питомца – Минскина. Подобно прошлой породе, ничто не ограничивает активность и подвижность этих малышей. Они абсолютно здоровы, могут свободно передвигаться, играть и скакать. Также имеют дружелюбный и игривый нрав, часто проявляют привязанность к владельцам. Легко находят общий язык как с детьми, так и с другими питомцами. В общем, прекрасные компаньоны для всей семьи. Если хотите, можете приобрести себе одного такого. Вот только найти питомник, в котором разводят минскинов, довольно сложно. Порода молодая, существует не более сотни лысых коротколапых котиков, так что придется приложить некоторые усилия и, конечно же, опустошить ваш кошелек. Как насчет кудряшек? Сейчас я вам покажу сразу две редкие породы кошек, объединенные этой необычной особенностью. Первая – скукум. Короткие лапки, как у манчкина, и кудрявая шерстка. Отважные, сильные, очень активные котики. Настоящие бойцы. Тем не менее, совсем не агрессивные. Они очень любят проводить время на руках у хозяина, намурлыкивая песенки. Но я не буду долго останавливаться на этой породе. Расскажу вам о ее предках. Лапермы – ближайшие предки скукумов. Именно они передали этим котикам свои уникальные кудри и пушистый воротничок. Порода появилась случайно в 80-е годы прошлого века. Фермерша Линда Коэхел получила такое необычное потомство от своей любимой обыкновенной кошечки и решила развивать породу дальше. Спустя 10 лет лапермы стали популярными участниками выставок, что привело к созданию официального питомника, который носит название Клоше Каттери. Так что, если вы хотите завести себе такого необычного компаньона, обращайтесь именно туда. Только поторопитесь, в 2020 году порода официально объявлена закрытой. Кудряшки на самом деле не такая уж и редкость. Они присущи и другим породам, например, американской жесткошерстной. Эта кошка неспроста получила именно такое название. Ее шерсть очень короткая и жесткая, да и к тому же кудрявая. Она напоминает маленькие тугие пружинки. Как же появилась эта порода? Почти как и всегда, абсолютно случайно. В далеком 1966 году в Америке произошла случайная мутация в помете обыкновенной фермерской кошки. Это привлекло внимание местной заводчицы Джоан Оши, которая выкупила малыша для дальнейшего разведения, что прошло довольно успешно. Постепенно популяция американских жесткошерстных распространилась по всему миру. Они стали очень популярны в Америке и Европе, стали признаны и успешно представлены на выставках, получили свой код. У каждой породы есть свой уникальный код и стандарты, если вы вдруг никогда об этом не слышали. Эти кошечки очень ловкие и активные. Они обладают уравновешенным темпераментом и являются прекрасными компаньонами. Любят и поиграть, и поспать. Стать хозяином американской жесткошерстной непросто. Они хоть и распространены по всему миру, но являются очень редкими. Те, кто уже имеет такого питомца, настоящие счастливчики. Котиков следующей породы называют эльфами, обезьянками, маленькими монстрами и клоунами. Я уже думаю, что это копия малыша Йоды из «Звездных войн», ну или Добби из «Гарри Поттера». Выбирайте сами, исходя из ваших предпочтений. Девон-рексы имеют удивительный внешний вид. Большая сердечнообразная голова, крупные искрящиеся глаза, мягкая волнистая шерсть и, конечно, преогромные уши-бабочки с задорными кисточками на кончиках. Совершенно волшебный образ. Невозможно оторвать взгляд от этих малышей. Ну а если вы фанат лысых котиков, прямо как Пол Майкл Смит, то вам больше подойдет порода Петерболт. Такой же эльф, но без шерсти. Этот малыш – результат экспериментов Ольги Мироновой, жительницы России. Она взяла донского сфинкса и титулованную ориентальную красотку. Результат получился невероятным. 4 удивительных котенка с большими ушами и совсем без шерсти. Перед лысиками распахнулись все двери.
Новая порода практически сразу же получила одобрение от различных селекционных организаций. И Девон-рексы, и Петерболды – отличные компаньоны, настоящие вечные дети, игривые, любвеобильные, общительные. Предоставьте им побольше внимания и свободного пространства, и тогда эти котики ответят вам безграничной преданностью и любовью. Они даже готовы путешествовать с вами, лишь бы им было тепло. Кстати, Петерболта еще можно использовать в терапевтических целях, как грелку. Он имеет очень высокую температуру тела, около 40 градусов. Так что просто приложите его к больному месту, и все пройдет. Ну а если вы фанат чего-то по-настоящему экзотического, то вот вам еще один уникальный представитель семейства кошачьих – кошка-саванна. Почти точная копия африканского хищника сервала. Высокий рост, геопардовая окраска, внушительный вес, достигающий 14 килограммов и очень мягкий покладистый характер. А все потому, что это гибрид сервала с обыкновенной домашней кошкой. Некоторые владельцы этих животных даже сравнивают их с собаками за способность гулять на поводке, любовь к воде, преданность и верность хозяину. Кстати, если вы вдруг решите завести себе такого необычного питомца, имейте в виду, он очень активен. Он обязательно будет кушать ваши тапки, а может быть и не только их. Он очень высоко прыгает, любит бегать или, скорее, летать со скоростью ракеты и очень нуждается в постоянной активности. Не заводите саванну в квартиру, ему будет некомфортно. В загородном доме этому котику гораздо лучше. А вот еще один интересный факт. Некоторые саванны практически не умеют мяукать. Они скрипят, как старые ржавые двери, или же шипят, как змеюки. Хотя, может, я и ошибаюсь. Я прочитал это в отзывах на этих прекрасных котиков. Ну, просто уже решил завести себе одного такого. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Ну и напоследок две прямо противоположные друг другу породы. Извечная тема «Добро и зло», «Демон и ангел». Первый котик пришел к нам прямо из фильмов ужасов. Ему даже не нужен специальный грим. И я не про котика Салима из «Сабрины маленькой ведьмы», я про Ликоя. Человек, ни разу не видевший его вживую, поначалу поражается внешнему виду этого, на первый взгляд, страшненького малыша. Огромные светящиеся глаза, полулысая морда, клочковатая волчья шерсть. Не всем по душе эти котики. В восторге лишь фанаты ужастиков. Они считают, что Ликой – воплощение оборотня. Кстати, название этой породы с греческого так и переводится – волк-оборотень. Так что их мнение вполне справедливо. Только владелец такой необычной кошки знает, что его питомец страшен лишь снаружи и очень добр внутри. Эти кошки на самом деле очень приветливы, быстро привязываются к своим владельцам и очень их любят. А еще Ликой энергичен, поэтому нуждается в различных игривых активностях – лазалках, туннелях, игрушках. Первый представитель этой породы появился на свет в Вирджинии в 2010 году, когда у обычной короткошерстной кошки родились котята с частично нормальной шерстью и с частично лысой из-за генетического сбоя. И этот странный внешний вид не помешал американским организациям официально признать породу. И, конечно, Ликои очень молодая порода, наверное, самая молодая из моего списка. Пока рано делать выводы о каких-либо ее генетических особенностях или заболеваниях. В целом, эти кошки обладают достаточно крепким иммунитетом и средним сроком жизни от 13 до 18 лет. Помните, эти малыши сильно отличаются от большинства своих кошачьих собратьев и даже могут пугать вас, но они также готовы любить людей и дарить им свою нежность и тепло. А это не совсем порода, но точно очень необычный и редкий вид котиков, который встречается практически на любом континенте. Я был удивлен, когда впервые узнал об их существовании. Да что там говорить, я все еще удивлен. Котики-ангелы с настоящими крыльями. Хозяева этих питомцев говорят, что они взяли в семью совершенно обычного котенка, а через некоторое время у него внезапно начали расти крылья. И если вы думаете, что это какая-то байка, вы ошибаетесь. Известно около 138 случаев с крылатыми кошками, а 30 из них подтверждены документально.
Есть даже чучело, которое датируется 19 веком и хранится в музее рядом с Ниагарским водопадом. Может, вы видели его, если посещали эту достопримечательность. Итак, давайте рассмотрим подробнее документальные случаи. Первое упоминание датируется 1842 годом и принадлежит Генри Дэвиду Торра. Он рассказывает о кошке-ангеле, обитавшей на одной из его ферм. Более того, он утверждает, что она не только обладала крыльями, но и сбрасывала их весной, а потом отращивала новые. Честно говоря, мне сложно в это поверить. Давайте рассмотрим другой случай. В 1897 году одного такого котика застрелили. Это как-то жестко. Очевидцы рассказывали, что ангел даже пытался раскрыть свои крылья, чтобы убежать от охотников. А вот черно-белому коту из Англии в 1933-34 годах повезло больше. У него была прекрасная хозяйка, а еще толпа поклонников. Ведь питомца регулярно выставляли в Оксфордском зоопарке. Есть и современные случаи. В 2004 году бродячего кота-ангела нашли в России, а в 2007 в Китае. На протяжении многих лет ученые пытались объяснить происхождение крыльев у этих кошек, предполагая, что это как-то связано с длинной шерстью и странными кожными болезнями. В итоге же выяснилось, что это лишь генетическая мутация, проявившаяся еще на стадии эмбриона, а крылья всего-навсего лишние конечности. Так что это просто больные котики, часто страдающие от своего недуга. Ведь эти крылья тяжелые. Или, может, это маленький шаг в эволюции, и через миллионы лет мы увидим летающих котиков. Ну, или уже не мы. Вот такие необычные редкие кошки существуют на нашей планете. И это далеко не весь список, их гораздо больше. Более того, многие породы молодые, а значит, нас может ждать еще больше удивительных открытий. На этом у меня все. Спасибо за просмотр.